Добро пожаловать в мою мастерскую! В этом видео покажу вам, как очень просто делаются вот такие супер классные гирлянды на Хэллоуин из обычной цветной и офисной бумаги. Из одного листа А4 получится гирлянда примерно 80 см длиной. Первым делом возьмите линейку и разделите короткую сторону листа на 3 равные части. Ориентируясь на свои отметки, сложите лист вдоль вот так. Теперь разрежьте по намеченным линиям. Соединяю полученные короткие полоски в одну длинную с помощью прозрачного скотча. Теперь полученную длинную полоску нам нужно сложить гармошкой. Один из кончиков согните вот так на 5-6 см. Ориентируясь на края полученного прямоугольника и то и дело переворачивая полоску, сложите ее в гармошку. Старайтесь, чтобы изгибы совпадали. У меня остался лишний кончик, отрезаю его. Вот такая гармошечка. Слева и справа изгибы, которые будут соединять наших персонажей друг с другом. Поэтому обязательно нужно оставить хотя бы один участок с каждой стороны, нетронутый ножницами. Сейчас все покажу. Начнем с летучих мышек. На целую симметричную мышку я не решусь, поэтому рисую ее половинку. Вот таким довольно простым способом. Справа изгибы будут соединять части мышки друг с другом, а слева мышки будут держать друг друга за крылышки. Для того, чтобы слои бумаги не разбредались, укреплю их степлером. Это совершенно не обязательный шаг, но если степлер под рукой, то так будет удобнее. Вырезаем по нарисованным линиям. А теперь время волшебства. Смотрим, что получилось. Класс! Вот здесь лишняя половинка, можете ее оторвать или использовать для соединения со следующей частью гирлянды. Паучка делаю точно так же, рисую его половинку. Если получается не очень похоже, не переживайте. Чем страннее, тем лучше. Главное помните, у паука 8 лапок, и двумя самыми длинными, которые я сейчас рисую, паучки будут держаться друг за друга. Нарисуйте их так, чтобы не обрезать изгибы. Та-дам! Паучиная гирляндочка готова. Теперь покажу вариант, когда мы рисуем персонажа целиком. Начнем с привидений. Они будут держаться за ручки. Как видите, я не великий художник, если вы тоже чувствуете себя свободно, все равно получится классно. Вырезаю. Обязательно помните, что кончики рук обрезать нельзя. Вуаля! Для пущего эффекта нарисуем забавные мордочки. И еще один вариант гирлянды. Давайте сделаем тыквочки. Их тоже довольно просто рисовать, даже если совсем не умеешь. В гирлянде тыквы будут соприкасаться бочками. Вот как-то так. И еще овальчик посередине. Плюс черешок. Вроде похоже. Вырезаю. Чтобы тыквы стали более очевидными, обрисую их маркером.
По всему периметру обрисовывать не обязательно, просто наметьте основные места. Можете оставить тыквенную гирлянду так, а можете взять черный маркер и подрисовать тыквам страшные мордочки. Чтобы сильно не мучиться, зашла на Pinterest, ввела Pumpkin Faces Templates и, пожалуйста, выбирайте любую коллекцию и срисовывайте с нее формы глаз, ротиков, никаких проблем. Вот такие гирлянды у меня получились. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и присылайте мне фото своих работ в соцсетях.